получаем регулярно информацию из Новороссии, где снова неспокойно наблюдается скопление войск у разграничительной линии, постоянно ведутся перестрелки. Украинские боевики обстреливали и территорию Донецкого аэропорта под огонь пулеметов, минометов, АГС попадали Горловка, Донецк и другие населенные пункты. Таким образом, мы видим, что Минские соглашения постоянно нарушаются. И в этом докладе мы прежде всего отталкивались от выступлений высших должностных лиц Украины, которые постоянно на всех возможных форумах и дискуссионных площадках позиционируют свою страну как форпост западного мира, противостоящей агрессии варварской имперской России. Между тем, в своей практике киевские власти постоянно нарушают фундаментальные права, уважение к иному политическому мнению, гражданской позиции, самое главное право на жизнь и безопасность. 31 декабря 2015 года истек срок реализации комплекса мер по выполнению соглашений по урегулированию в Донбассе. Из его 13 пунктов до конца так и не был выполнен ни один. И в ходе телефонных переговоров представителей так называемой нормандской четверки было принято решение продлить реализацию мирного плана на 2016 год. Но, как мы видим, военное противостояние с новой силой может снова вспыхнуть, поэтому рано нам, так сказать, успокаиваться, и весь предстоящий год мы будем продолжать выезжать на территорию Новороссии, контактировать с нашими коллегами на Украине. И все эти мониторинговые обзоры, заявления озвучивать на различных международных площадках. В декабре 2015 года мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине опубликовала свой 12-й по счету доклад, в котором назвала уточненные данные о потерях во время вооруженного конфликта в Донбассе. Согласно этому отчету, за период с апреля 2014 года погибли около 9100 человек, а еще 20 732 человека получили ранения различной степени тяжести. Число беженцев превысило 2,5 миллиона человек, большинство из которых нашли убежище на территории России. И, кстати, вот мы с коллегами из Донбасса беседовали сегодня. Данные, которые поступают из Новороссии о погибших, о разрушениях, в том числе мирных граждан и объектов мирной инфраструктуры, значительно более пугающие, тревожные, чем те, которые были озвучены в документах Организации Объединенных Наций. Доклад состоит из нескольких глав, одна из которых военно-политическая конфигурация между затишьем и эскалацией характеризует регулярные обстрелы территории Новороссии, постоянное нарушение Минских соглашений и некоторые примеры показывают, что в определенные дни обстрелы были свыше 20 раз. Говорим мы в докладе и о организованной продуктовой, экономической блокаде Крыма. И характерная цитата
которая характеризует украинскую позицию предельно четко и цинично. Ее сформулировала депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Анна Гопко. Мы очень рассчитываем на усиление санкций. Наша задача – тянуть время. Мы должны загнать российскую экономику в состоянии абсолютной обреченности, когда олигархи, которые окружают Путина, и остальные поймут, что агрессия против Украины была их самой большой ошибкой. Российская империя падет, столкнувшись с выносливостью и мудростью Киевской Руси.